Сегодня поговорим про цену биткоина. Так, у нас выстраивается такой треугольничек на пятнашке. Сейчас подумаем. В общем, из ближайшего у нас на 10 число полнолуние связалось с датой, когда будет отчет по инфляции. Я предполагаю, что у нас сегодня еще тут потягаются, свозят немного вниз, но 9 октября, скорее всего, будет какой-то хороший отскочит отсюда цена, пойдем порастем, в рост, да, пройдет немного. Возможно, в район 20 тысяч раз, потом 24, 20 500, 477 и 20 666. По Фиби, если смотреть, то это уровни у нас ну, как раз вот 50% по Фибоначчи и 61,8 золотой карман. На больших таймфреймах больше золотые карманы работают, чем... А на мелких таймфреймах 78,6 уровни такие. В общем, на 61,8 этот район 29. 21 тысячи, кстати, можем выскочить вот сюда. Давайте поставим себе отметку, чтобы за ней просто наблюдать, как у нас этот момент отработает. Ребята, извиняюсь, переболел ковидом, кашляю, сейчас что-то долго это все дело восстанавливается. Важный уровень, вот 20571, 20656, 666, я думаю. Все любят такие цифры, 3 шестерки, сатанинские вот эти моменты всякие непонятные. Я в это, конечно, ни во что не верю, но просто замечаю, что это всегда так работает. В это верят люди. На рынке торгуют люди и роботы в данный момент, да, искусственные интеллекты. Чтобы победить один искусственный интеллект, нам понадобился другой искусственный интеллект. Ну, в общем, мы видим, и вы видите, что он побеждает. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Телеграм-канал называется BitAtlant. Подписавшись в телеграм-канал, вы можете свободно перейти в чат 80/20. То есть нажимаете закрепленное сообщение, вот 9 по счету, да, у нас, написать мне, чтобы подписаться на графики с искусственным интеллектом. Подписка стоит $53 в месяц. На 3 месяца меньше, там $140 получается. 140 долларов. Так, подписавшись, вы получаете вход в закрытый чат, где рассказано, как работать по Атланту, в закрепленных видеосообщения есть в закрепах. И плюс мы с ребятами обсуждаем, да, куда у нас пойдет ценообразование новое, да, куда накопился паттерн, какой паттерн, куда идет. Плюс я это все делаю в видеообзорах, поэтому подписывайтесь ко мне на YouTube-канал. Туда, и если хотите, можете к нам приходить в платную группу и подписаться на Атланта, который подсказывает, куда у нас в дальнейшем пойдет рынок. Так, на дневке у нас, понятно, отчет по инфляции, будет выход, я предполагаю, ну, как обычно, выход на ФРС наверх, на инфляции на отчете тоже, скорее всего, сделают выход наверх, и потом пойдет какое-то накопление и разворот. И даже не пойдет никакого накопления, сделают выход наверх, снимут стопы и пойдут вниз. Так, и что у нас на пятнашке? На пятнашке у нас набирается вот этот треугольничек, про который я здесь показал. Да, выход у него может быть в любую сторону. Зона повышенной волатильности высчитанная 12.30 по Москве и 14.15. Ну и как обычно, с нижней части лучше взять лонг позицию, с верхней части шорт позицию. А дальше уже смотреть, куда рынок пойдет. Пойдет вниз, закрывать шорт. Пойдем вверх и закрывать лонг. Но в данный момент Атлант у нас шортовый, поэтому я предполагаю, что мы сейчас каким-то таким образом пойдем, ну и будет потом слив вниз. Цель 19.120, это именно из вот этого накопления. Цель по старой Фибе это 78% по Фибоначчи, это 19.200. И основная цель 19 030. То есть нижняя грань получается старого накопления. Еще все-таки ожидаю, что у нас цена сюда опять придет. Всем покажут Кузькину маковку. Так, док нам в группе написал нам про Кузькину мать. Писал как-то так, вот в эту область. Ну, а дальше смотрите, ребят. Здесь собрали, если тут достаточно собрали ликвида, а там по несколько миллионов, да, повышибали, на стопах только по несколько миллионов людей повышибали. И это только за пару дней
а на самом деле собрали гораздо больше. И в принципе этого ликвида может хватить, я не уверен, конечно, по-моему, еще здесь потягают, но может хватить пробить цену вниз и уйти к моим основным целям. Это 17 800, 17 600, вплоть до 16 800. Ну и основная цель, как вы помните, я уже говорил, 12 222. Этот наш лебедь. Кстати, лебедь из последнего, вот закрытую группу этот момент тоже скинул. Голосовые, так, один и тот же маркетинг, один и тот же прием, накопление, бред. Ну да. Так, вот экс-разработчики DeFi протокола Santech, да, вот этот Lime Лебеди, обратите внимание, у него фамилия такая интересная, представила решение для доступа к запрещенным централизованным предложениям, таким как Торнадо Кэш. Сейчас обратите внимание, людей, у которых были заблокированы деньги, у которых было там заблокировано, да, они сейчас многие ломанутся. И что они будут делать? Я предполагаю, многие начнут сливать как раз вот в этом моменте, посливают. Сейчас они подразберутся, как это работает в течение там получаса, часа, да? Сколько у нас получается по времени? Ну-ка, мне интересно сейчас даже. Сколько у нас сейчас время? 9:45, да? Ну, где-то, ну, 9:30. 10, 1 час, 2, 3. Ну, 3 часа как раз сейчас люди в себя придут, и 4 часа по Москве, обед как раз. И скорее всего, русские сейчас в этот момент и скинут на обеденное время, скинут вниз куда-то в эту область. И это я так предполагаю, на вот этой пораскидают, да, чтобы сохранить свой капитал хоть как-то, а то заблокированы были, не могли добраться до них. Вот такой вариант, как вариант. Так, подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Если Атлант будет разворачиваться, тоже закрою свои шорт-позиции, тоже буду разворачиваться. Кстати, сейчас тут вот такую вот небольшую рисует. Но это для похода наверх. Так, а вот, ребят, уровень, куда сейчас могут перед походом вниз, район, куда мы можем выстрелить. Так, сейчас посчитаем еще один момент. Да что ты, ёшкин кот. Смотрите, момент. Берем высоту нашего всего паттерна. Пока я вот что-то объясняю, многие потом начинают задавать вопрос, а как, а что, а кто учит. Я ничему не учу, я просто показываю, что я делаю. Если кому кто-то понимает, ну, понимаете, молодцы. Старайтесь это как-то, ну, применять в дальнейшем, что ли, там, полезные все моменты. Так, высота этого паттерна 365 баров, но она можно вот отсюда, да, считать, то есть вот это чуть-чуть больше. Ну, я возьму вот эту сумму, 365 баров. Делим ее, берем 30%. От 365 примерно сколько? 120%. Берем 120 бар. Примерно. Смотрим. Смотрите, 100. Вот 117 бар, да, почти попал вот в эту. То есть выход отсюда может быть вот эти 30%. Как раз сняли стопы где-то вот в этой области. Снять стопы и потом развернуться, уйти вниз. Давайте еще раз. 120 бар. Этот момент оставим. 120. Вот он. Я чуть-чуть неправильно точку взял сейчас. Серединку. Ну можно даже вот она, серединка получается. Вот отсюда брать. 120 бар. Это 109 бар. Вот они, 120 бар. Если я просто сейчас две вот эти два этих напоминания себе здесь оставлю, для того, чтобы в будущем посмотреть, как они сделают. Но, конечно, если будем закрывать эти позиции, и цена будет идти выше, крепиться, можем пробить 19666, и это все может улететь, развернуться и улететь наверх. Но, опять же, нужно смотреть, когда мы сюда подойдем, будет ли Атлант разворачиваться, в каком месте будет МС, Matrix Strategy, ну, или по RSI можно смотреть. Я больше, конечно, мне нравится по RSI смотреть, но
в группе ребята сказали, что легче по МС-ке ориентироваться. Плюс я ее перенастроил под нас. Когда в плюсы уходят, да, здесь, то потом происходит рост, вот как здесь. Потом в перекупленности прошли, да, потом вниз спустили, да, вниз ушли. Ну и видно, что он тут уменьшается и начинает разворачиваться. И пошли вниз, потекли чуть-чуть. Сейчас вот опять вниз перекупленность не ушли, но вот, говорю, могут поднять наверх, как раз к этим уровням, к верхней грани, и оттуда потом пролиться вниз сильно и уйти в перепроданность и как раз достигнуть эти цели. Ну, посмотрим. Ладно, подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Телеграм-канал называется BitAtlant, напоминаю. Торгую я сам на бирже BingX. Это единственная, на мой взгляд, на данный момент честная биржа. И торгую я на ней уже как полгода. Ушел с Binance, поуходил с хобби. Вот мои сделки за прошлые 2 или 3 дня. Тут у меня и минусы, и плюсы. Ну, плюсов, сами видите, больше, да, то есть тут и по 100%, тут меня выбило хорошо. Выбило, перекрыл эту позицию. И мелкие позиции. Ребят, не смотрите на не смотрите. Многие говорят всегда, а сколько там денег, да, разные суммы. Если по $1000 я делал заходы и по $100, и разные $50, разные заходы. То есть, если я уверен в какой-то позиции, вот в атоме я не был уверен, да, я в него входил там с небольшой, там, со $100, но снял я отсюда вот 336%. Вполне себе хорошая сделка получилась. В которых позициях уверен, да, я там захожу с хорошими суммами для себя. Это мое дело. Вы не смотрите на деньги. Почему все так на деньгах зациклены? Вы смотрите на проценты, как это работает. А это, вы видите, работает вполне себе. Поэтому, ладно, в общем, для того, чтобы вы учились торговать, ребят, нажимаем закрепленное сообщение. Раз, два, три. Вот здесь вот библиотека трейдера. Торгую я на бирже BingX. Подписываемся ко мне на биржу BingX. Кстати, наша команда в прошлом месяце наторговала... Ой, да какой прошлый месяц? Даже взять последние несколько, 3, по-моему, дня, наторговали на 500 000 в день выторгованных позиций. Это 500 000, на миллион. За 3 дня выторговали, получается, на 1,5 миллиона. Вытащили с биржи. Вот так. Но я не говорю за себя, то есть вся команда, нас много. Вот, люди работают. То есть учитесь торговать грамотно. Всегда есть большие институциональные инвесторы, то есть всегда будет ликвид на бирже. И мы можем свободно, потихонечку, не сразу, не моментально, но потихонечку мы можем с них выдергивать большие... В общем, с них забирать суммы хорошие и жить свободно на этой земле. Так, пока что на этой земле. В общем, библиотека трейдера. Заходите, изучайте, как это работает. Так, у меня там время еще есть. Заходите, изучайте, как это работает. Библиотека трейдера. Здесь у нас как работают уровни Фибоначчи. Волновой принцип Эллиота, уровни Фибоначчи, любые YouTube-каналы, посмотрите, где как работать по уровню Фибоначчи. 2-3 видео, посмотрите, все одно и то же рассказывается. Поэтому найду какую-то информацию такую более как сказать, найду по Фибоначчи информацию в сжатом виде, чтобы она такая более укомплектованная была, да, чтобы в малом объеме информации давалось, в малом объеме информации давалось больше, в малом описании давалось больше объем информации. Господи, мозг. Так, и изучайте волновой принцип Эллиота. Так, и изучайте, какие бывают паттерны, как они отрабатывают. То есть тут где у нас, вот он, Булковский, Томас, полная энциклопедия графических паттернов.
изучайте, читайте. И также другие книги почитайте, полезны для расширения сознания. В общем, подписывайтесь ко мне в телеграм-канал, ссылка в описании. Переходите в платный чат, если нужно, если хотите. Приходите к нам в закрытую группу и на графике с искусственным интеллектом. Всем удачи, жду выход в эту область. Всем удачи, спасибо, пока.